Привет, друзья! Вы на канале Лепка Хоррор Шоу. И с вами я, Хоррор-мейкер. Ура, ура! Наконец свершилось! Что такое свершилось, хоррор-мейкер? Что произошло? А произошло то, что наконец я объявляю очередной конкурс. Ведь мои зрители, небось, заждались уже. Последний конкурс был давненько. Тогда в одном из роликов участники должны были найти место, где я рассказываю, как называются мои хоррор-мейкеровские инструменты. Вы можете себе представить? Ведь на тот момент у меня было на канале около 200 роликов. Я даже не представляю себе, как это вообще можно было сделать. Ведь не пересматривать же все ролики. И что вы думаете? Победил Голубчик. Привет тебе, Голубчик. И за это он получил суперприз. Глиняную статую SCP-173, живую статую. Вечную, да еще с сюрпризом и моим личным клеймом. Да, можете и сами увидеть. Вот этот чудесный, этот прекрасный подарок. Статую SCP-173, живая статуя. Вот она, эта статуя. О, это непростая статуя. Я слепил ее не из пластилина, как в одном из моих роликов, а сделана из керамики. Это значит, она вечна. Она не растает, как пластилин от жары, не испортится под воздействием влаги, не сломается от холода. Но это еще не все. На фигурке надпись SCP-173, а также мое личное клеймо HM. Это HM означает хоррор-мейкер. Поскольку давненько не было никаких конкурсов, сейчас будет конкурс попроще, вот такой. В ролике, где я леплю Чику красную шапочку и рассказываю о ней, в одном из кадров виден мой инструмент – коготь орла. Задача такая – найти, в каком месте виден этот инструмент. Если вы найдете, вы должны написать так. Этот инструмент называется... Дать правильное общепринятое название инструмента. Он виден на 1 минуте 17 секунд, то есть сначала минуты, а после двоеточия секунды. Все понятно? Победителями станут первые 3 зрителя, сообщившие мне правильный ответ в комментариях к этому ролику. Именно к этому, в котором я леплю. Ну, узнаете чуть позднее. А какой же приз ожидает победителей? Я отвечу победителям на 3 вопроса. Обещаю! На всякий случай повторяю алгоритм действий. 1. Зритель принимает решение, участвует ли он в конкурсе. 2. Если ты решил участвовать, быстренько находишь нужный ролик и ищешь в нем то, о чем я просил. 3. Как только нашел, смотришь, в каком месте он находится, на какой минуте и секунде. 4. Пишешь комментарий. Ура! Вот это здорово! Какой я умный, какой я крутой! Но это я так шучу. Этих слов можно не писать. А можно и написать. Лучше напишите. Ура! Какой ты умный хоррор-мейкер! Какой ты крутой! Снова шучу. Пишите любые слова. Главное, напишите так. Это уже без шуток. Этот инструмент называется... Он виден на такой-то минуте, такой-то секунде. Назвать инструмент нужно правильно. Так, чтобы каждому было понятно. Все ясно? Тогда за дело. Какие такие дела, мастер? Главное дела – это смотреть ролики до конца и подписываться на канал.
Я правильно говорю, хоррор-мейкер? Ну, как сказать, господа монстры, у каждого свое главное дело. Да не переживайте вы так. Кто захочет, подпишется. А я все леплю и леплю. И пока леплю, думаю, а почему бы не передать несколько приветов? Вот просто так, просто мне захотелось. Кому? Как обычно, в конце ролика увидите. Так, а кого же я, собственно, леплю? Да ясный перец, аниматроника, но! На этот раз не совсем обычного. Не из игры «5 ночей с Фредди», FNAF, а из фильма «Страна чудес Вилли». Добро пожаловать в страну чудес Вилли. О, там такие аниматроники. Аниматронища. Убийцы. Да-да, натуральные злодеи. И леплю я его потому, что у меня попросили мои дорогие зрители. Оксана Андрюнина. Прости меня, Оксана, если смотришь, давненько это было. Матвей Мандзюк. Тоже давненько. И совсем недавно «Ой, какой пес» и Алим Тлюстангелов. Но я обещаний не давал. Я, кстати, никогда не нарушаю данные мной обещания. В общем, леплю одного из этих монструозных существ. Не боитесь? Если кто слабонервный, прошу перестать смотреть ролик. Все ясно? А леплю я персонажа по имени Найти Рыцарь. По-английски он звучит так. Nighty Night. Правильным переводом было бы «рыцарский рыцарь». Как-то не очень звучит, да? Но буква К, Кей, в английском языке в слове night, рыцарь, не произносится. Произносится night, nighty. Вот я его и буду называть Найти. Хотя в фандоме его называют Кнайти. Мне больше нравится Найти. И это правильнее. А как вам? Короче, продолжаю его лепить. Для тех, кто не смотрел фильм «Страна чудес Вилли», пару слов о фильме. Это, с одной стороны, фильм ужасов. С другой – комедия. Да, и такое бывает. Ужас и комедия в одном флаконе. Там в этом фильме есть одна кафешка, в которую все любят ходить повеселиться. Страна чудес Вилли. Но потом выяснилось, что владелец кафе – серийный убийца. И в кафе вовсю злодействуют аниматроники-убийцы. Кафе, разумеется, закрыли. Но один чувак согласился поработать ночью в этом кафе. А ему за это пообещали отремонтировать его джип. И получилось так, что он, этот чувак, и еще кое-кто из нормальных людей оказались в западне. И там началось такое, не приведи Господи. Я уже предупреждал насчет слабых нервишек. Вот я и леплю одного из аниматроников этого самого рыцаря Найти. Ну что, как он вам? Криповенький получился? Да уж. Главное, чтобы в его пластилиновом тельце не осталось душонки убийцы. Иначе я буду в опасности. Надеюсь, я сумею в него вдохнуть правильные качества. Ой, а обещанные приветы! Мои хоррор-мейкеровские приветы сегодня получают Тролльж, Лукио SCP-666, Сергей Минюк,
The Trophy.